Рада всем, кто зашел на мой канал. С вами Любовь. Сегодняшнее видео решила посвятить пошиву чехла для планшета. Собиралась долго, проект большой и требует немало времени. Внучке подарили графический планшет. Он был упакован в коробку. Каждый раз доставать его оттуда неудобно, поэтому решила сшить чехол. Посмотрела видео, как делают люди чехлы на телефоны, планшеты, и увидела, что для крепления чаще всего используют резинку. Резинки в наше время некачественные, быстро растягиваются и, соответственно, планшет уже не фиксируется. Я решила сделать другой способ крепления. На мой взгляд, он более надежный и служить будет дольше. Для начала я замерила планшет. Размеры я указывать не буду, они у всех разные, но технология пошива одинакова. Из плотного картона канцелярским ножом вырезала два прямоугольника нужного размера. Резать желательно именно канцелярским ножом, потому что ножницы деформируют картон, и ровный край отрезать довольно сложно. Добавила две полоски для сгиба и клапан. Из плотной бумаги вырезала такие же детали. Одну сторону прямоугольника и клапана скруглила и на картоне, и на бумаге. Внутреннюю часть буду делать из фетра. Взяла этот цвет, потому что он есть на планшете. Подготовила карманчик. Фатин прострочила нитками в тон фетра и обработала край эластичной бейкой. Прикалываю иголками и прокладываю строчками. Прямоугольник из бумаги намазываю клеем. Я взяла универсальный клей «Дракон». Хорошо покрываю всю поверхность и накладываю на изнаночную сторону фетра. Скругляю углы. Делаю на скруглениях надрезы. Промазываю клеем край бумаги и фетра. Загибаю края. В проблемных местах фиксирую зажимами. Клапан я обтянула тканью. Беру картонные заготовки, складываю их с интервалом 0,3 см и соединяю малярным скотчем с двух сторон. Сгибы прорабатываю обратной стороной кисточки. Подравниваю края канцелярским ножом. Картонную заготовку намазываю клеем. Использую клей-карандаш. Прикладываю на изолон и приклеиваю. Хочу заметить, что клей-карандаш сильной фиксации не имеет. Это временно для того, чтобы удобнее было работать со слоями. Лишнее обрезаю канцелярским ножом. Изолон намазываю клеем. Беру подготовленную ткань. Она у меня сшита из кусочков ситца разной расцветки. К изнаночной стороне прикладываю намазанную деталь и тщательно разглаживаю. Лишнюю ткань срезаю, оставляя припуск для подгиба. На скругленных углах делаю надрезы. Наношу клей на ткань, край картона и обязательно на торцы заготовки. Заворачиваю припуски, слегка подтягивая, и приклеиваю их к картону. Уголкам уделяю особое внимание. Дополнительно промазываю клеем и аккуратно закладываю, чтобы получился красивый срез.
Лицевую сторону чехла я планировала задекорировать окошечком с надписью и звездочками. Изначально я хотела просто наложить все это сверху и прострочить, но внучка захотела шейкер, чтобы звездочки там двигались. Мне пришлось переделывать заготовку. По размеру окошка я вырезала на заготовке картон канцелярским ножом. Пришлось повозиться, чтобы не задеть ткань. Ткань разрезала накрест, лишнее удалила и обтянула край рамки. Положила подсохнуть. Тем временем рамку для окошка обтянула тканью, используя клей-карандаш. Проложила строчку по контуру, пришила пленку. Для окошка я заготовила листочек с надписью, можно взять любую картинку. Приклеила его с обратной стороны на подготовленное окошко. Сверху для прочности проклеила кусочком бязи. В окошко насыпала глиттерных звездочек разного цвета и добавила блеска. Перед этим нужно проверить, чтобы в окошке высох клей, а то звездочки приклеются и не будут там двигаться. Срезала лишнюю пленку, намазала клеем и приклеила окошко. Пока клей подсыхает, займусь резинкой. На втором прямоугольнике от сгиба отложила 3 см и от верха и низа по 4 см. Это место, где будут стоять люверсы. Специального приспособления у меня нет для установки люверсов, поэтому покажу, как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами. Ножницами делаю отверстие по размеру люверса. Вставляю его с лицевой стороны. С изнаночной одеваю вторую деталь. Сверху кладу металлический шарик и при помощи молотка закрепляю детали. Получилось довольно неплохо. При необходимости можно поправить молотком. Если нет шарика, можно воспользоваться болтом с круглой шляпкой. В люверсы вставляю резинку и приклеиваю. Сверху фиксирую кусочками бязи. Резинку я взяла круглую, хорошего качества. Теперь держалки для планшета. Купить специальные я не смогла, поэтому решила сделать сама из пластиковой карточки. Карточку нагреваю над огнем, кладу на поролон и придавливаю круглым карандашом. Держу, пока не остынет. Полученную деталь разрезала на 4 части. Задекорировать пластик решила тканью. На каждую держалку пошила чехол и зафиксировала низ, чтобы держалка не выпадала. В этом самом месте у меня перестала снимать камера, а я это заметила слишком поздно, поэтому я вам просто расскажу, как я закончила проект. Подготовленные держалки приклеила ко второму прямоугольнику. 2 вверху и 2 внизу. Клей на держалке наносила с обоих сторон, чтобы приклеить к основе и к подкладке. Пока клей подсыхает, займусь внутренней частью. Из ткани, которую я использовала для обтяжки клапана, выкроила 2 прямоугольника. С обратной стороны проклеила их малярным скотчем. Завернула края и проложила строчку. Эти прямоугольники, как вы уже, наверное, догадались, будут стоять на местах сгиба. К ним я пришила клапан и 2 основные части чехла. По контуру внутренней части я тоже проложила отделочную строчку. Взяла основную часть чехла, хорошо промазала ее клеем. Клей использовала универсальный дракон. Клей наносить нужно очень тщательно, особенно по краям. Внутреннюю часть наложила на основную. Состыковала все края. Хорошо придавила. Затем место сгибов прошла обратной стороной кисточки. Согнула. Еще раз придавила и прошла опять обратной стороной кисточки.
Проблемные места зафиксировала зажимами. Получился вот такой чехол для планшета. Результатом я довольна. Хозяйке планшета тоже все понравилось. Просто и функционально. Ну что ж, я на этом с вами буду прощаться. Надеюсь, видео для вас было полезно и вы сделаете для себя что-нибудь подобное.